Утро в Нью-Йорке. Улицы забиты автомобилями с работниками биржи, программистами и большими начальниками. Утро в Милане. Чашечка кофе и на работу. Мода, кутюрье, показы. Время не ждет. Утро в племени Сумбуру. Добро пожаловать в Кению! Это жизнь других! Про Кению слышали только на уроках географии. Слонов, гиппопотамов, жирафов здесь можно увидеть не в зоопарках, а просто гуляющих на воле. Одни люди здесь до сих пор живут в племенах, а другие покоряют мегаполис. И о том, как они это делают, я вам сегодня все и расскажу. Столица Кении Найроби – это финансовая столица Восточной Африки. Здесь люди работают финансистами, банкирами и занимают руководящие должности. Это один из самых современных и продвинутых городов на материке. Однако ночью здесь лучше проезжать на красный свет, иначе на авто могут запросто напасть. Поэтому, если бы я родилась здесь, то могла бы, как и Милли, вдали от столичной суеты работать на кофейной плантации и постоянно пить кофе. А возможно, я, как и Бернард, стала бы рейнджером и оберегала родную природу и животных от браконьеров. Но, скорее всего, я бы родилась в семье Кевина. Я бы жила в трущобах, в маленькой небольшой квартирке. Я бы мечтала стать знаменитой легкоатлеткой и получить медаль на Олимпийских играх, как и многие мои земляки. Некоторые уверены, что успех кенийцев в беге – это заслуга их постоянной физической активности. Для кенийских детей абсолютно нормально ходить в школу пешком, так как в стране лишь 24% населения живут в городах. Но жителям Найроби и других городов повезло, ведь у них есть знаменитые матату, которые могут их довести абсолютно в любую точку. Многие из вас доезжают на работу на маршрутных автобусах. Вы приходите на остановку, садитесь в свой номер и едете на работу. Здесь все не так. Я не слышу собственного голоса. Тут так все орет, кричит, музыка. И это все из-за того, что тут не нужно никого ждать. Эти все автобусы – это маршрутные такси, которые везут вас с громкой музыкой. И уже ваш выбор, под какую музыку вам ехать на работу. Боже, по-моему, я сошла с ума. Дайте мне уйти. Проезд стоит 50 шиллингов в обычное время и 100 в час пик. Матату – это частные автобусы, которые ездят по одним и тем же маршрутам. Чтобы сели именно в твой автобус, надо нанять зазывалу, который будет собирать людей на конечных остановках. Водители и кондукторы работают по 12 часов, а то и 20 часов в сутки через двое. Зато за одну смену зарабатывают от 1000 до 1500 шиллингов. Такие деньги некоторые зарабатывают в течение целого месяца. Например, начинающие врачи в государственных больницах. И если бы я была жительницей Кении, то, скорее всего, появилась бы на свет в одной из таких больниц. Роды в государственной клинике официально бесплатные. Но врачи просят купить все медикаменты. Они обойдутся в 3000 шиллингов. В частной клинике придется оплатить саму процедуру родов. Она тоже будет стоить 3000 шиллингов. Но есть одно «но». Если у будущих родителей совсем нет денег, госклиника должна им все предоставить бесплатно.
И так как в Кении 3000 шиллингов для многих неподъемная сумма, все идут рожать в государственную больницу. Из-за этого в палатах творится настоящий хаос. Чего нельзя сказать про частные клиники. Вот это вот послеродовая палата для женщин. Оранжевые стены, зеленые. Видите, каждая кровать может накрываться, как принцесса от комаров, чтобы на всякий случай, да? Тут вот шторочка тоже может закрыться. В туалете с душем тоже особо не разгуляешься. Вот здесь, получается, на 6 человек 1 туалет и 1 душ. Понимаете? То есть все по очереди должны ходить. И, раковина есть. Вот так. То есть, я думаю, они особенно часто, может быть, и не ходят, чтобы так драться и ругаться. Сейчас дайте мне сходить в душ, дайте мне. Так иногда бывает. Передатчики в роддоме запрещены, поэтому все роженицы питаются больничной едой. А чем она богата? Сейчас узнаем. Вот эта кухня, на которой готовят еду для женщин, которые только что родили. Холодильник с продуктами. И вот тут вот полностью все и моют, и жарят, и парят. Дело в том, что сюда родственники, которые приходят навещать своих радостных молодых мам, не могут приносить еду. Они могут приносить только сок или фрукты, а другую еду никакую нельзя. Поэтому все готовят здесь. Так, что у нас сегодня на обед? Смотрю, значит, это лук. Да? Лук мы режем, перец, помидоры. А тут что кипит у вас такое? Это мясо. Мясо, да? Ага, мясо. То есть мясо с овощами, да, сегодня будет на обед? Ну что, хороший, полезный, сытный обед. Правильно? Декретный отпуск в Кении длится всего 3 месяца. Но многие женщины все равно остаются дома со своими детьми, ведь не всем удается устроить ребенка в детский сад. Государственные детские сады бесплатные, но попасть туда из-за очередей непросто. Поэтому дети либо сидят с кем-то из родственников, пока родители на работе, либо идут в частные сады стоимостью около 600 шиллингов в месяц. Учебный день в таком частном детском саду начинается в 8 утра. И прежде чем зайти в сам сад, каждому ребенку устраивают осмотр. Сегодня выходной, и детей нет, поэтому в тишине и спокойствии, так сказать, я смогу вам сейчас все рассказать. Вообще, детей приводят в садик к 8 часам, но из-за пробок приезжают где-то к 8:40, и потом начинается, не поверите, что. По крайней мере, я такого не слышала. Их проверяют не на температуру, не на то, чтобы они там простыли, не простыли, а на вшей. Педикулез, понимаете? И если вдруг у ребенка его находят, то сразу домой. Температура остается, а педикулез домой. Потому что нечего вот это вот разносить. Кроме обязательного осмотра, каждый ребенок должен носить форму, которая стоит 1200 шиллингов. В кабинете у директора есть такой стенд с, хотел сказать, с украшением, но нет. Это форма, как бы стенд с формой, которую должны покупать все родители для своих детей. Стоит она недорого, но, тем не менее, все необходимое все в ней есть. Для мальчиков рубашечка с галстучком, если вдруг прохладно, брюки, теплее, шортики, серенькие носочки. Кстати, носочки такие симпатичненькие, я бы даже себе взяла их. Для девочек беленькие носочки, платье. И если вдруг прохладно, то симпатичная кофточка. Очень, мне кажется, такой даже стильненький наряд. Даже я бы так в саде ходила и ходила. Ой, так люблю стильные вещи. Учебный день в детских садах Кении длится до 12 часов. После, по желанию, дети могут остаться на тихий час до 2:30. А если родители работают, и это для них слишком рано, то до 16 часов мы проводим время, играя на открытом воздухе. И чтобы вы понимали, как, во что и с какими игрушками играют кенийские дети, директор сада решил показать все лично. А что делать надо? Крути и беги. Что, садиться? Беги, беги. Так подожди, так я же сейчас выиграю. Слушай. Ты победила. Ты победила.
слушай, уморили меня. В общем, вот такие игрушки у местных детей с таким директором. Это весело, скажи. Да, конечно, да. Это точно. Вот так вот дети, да, вырос. Ну, давай еще. Я первый Давай раз еще раз. Давай. Погнали. Давай. Вот это класс. Да стой, подожди, куда ты? Я же еще без практики. Ай. Ой. Но вне зависимости от того, ходил ли ребенок в детский сад или нет, начиная с 6 лет, каждого ждут в кенийских школах. Около 75% кенийцев не получают полное школьное образование из-за бедности. Обучение ребенка в самой дешевой начальной госшколе стоит 26 тысяч шиллингов в год. Из них 10 тысяч оплачивает государство, а 16 тысяч оплачивают родители. Учителям тоже приходится несладко. Я работаю в частной школе и зарабатываю 5000 шиллингов, в то время как мой муж работает в супермаркете и получает целых 15. Учителям в госшколах повезло немного больше, они получают 15 тысяч в месяц. Но попасть туда практически нереально. А вот в 5 часах езды от столицы кипит совершенно другая жизнь. Про жизнь кенийцев можно было бы снять захватывающее кино. А фильмы с хорошим сюжетом я люблю. И благодаря онлайн-кинотеатру ОККО я могу скачать их в свой телефон и смотреть в поездках даже без интернета. Кстати, 16 февраля всех подписчиков онлайн-кинотеатра ждет выход нового сериала «Нагиев на каникулах» про приключения любимого актера в Дубае. Всего за 1 рубль вы можете оформить пробный период подписки на 25 дней, чтобы не пропустить премьеру сериала и получить доступ более чем к 60 тысяч фильмов, мультфильмов, сериалов и многому другому без рекламы. Подробности по ссылке в описании. Космические корабли летают в космос, кругом спутники, телефоны, телевидение, горячая вода, электричество, душевые кабины с музыкой и с подсветкой. Это наш мир. Но есть люди на этой планете, которые живут абсолютно по-другому. В племени Сумбуру живет 45 семей, а это 280 человек. Окончательно племя сформировалось в 1840 году после отсоединения от других племен. Каждые 5-6 недель несколько семей объединяются и идут на поиски новых пастбищ для скота. Они обустраивают там лагерь и только потом перегоняют стадо. Сумбуру выращивают в основном быков, коров, овец, коз и верблюдов. Вы знаете вообще, что в мире происходит, что вирусы везде во всем мире? Вы знаете, что коллапс во всем мире или нет? Все англоговорящие читают и узнают новости, когда едут в большой город, а по приезду передают информацию всему племени. То есть ты рассказываешь всем, да, просвещаешь. А скажи мне, когда дети тут рождаются, вырастают, часто они уезжают отсюда или все остаются здесь? Они все ходят в школу, но остаются жить здесь. Ведь знают, что если уедут, то навсегда будут изгнаны из племени. А вы знаете про другие племена, как они живут? Вы дружите или воюете с ними? Еще 10 лет назад мы с ними воевали за территории из-за коров, которых они у нас воровали. А сейчас мы живем мирно. Я думала, что копье в руках Джона – это дань традициям, но оказывается, они его активно используют. Копьем не помогают на охоте, и мы им защищаемся, если кто-то проникает на нашу территорию. Ага, вот так вот. То есть лучше к тебе не лезть. А я думаю, зачем ты с палкой ходишь? На прошлой неделе на наше племя напал лев. Копья очень пригодились. Пока мы ходим на работу, в супермаркет, на встречи, в кафе, рестораны, чем же занимаются жители племени Сумбуру? Вот ты утром проснулся, взял палку, вышел из своего домика и идешь куда-то. И вот что ты делаешь? Пасем скот, ходим на рыбалку и охоту. Наши женщины стирают и занимаются рукоделием. А вечером идем за водой. Вы ходите за водой? Как-то все вместе ходят за водой? Или просто каждая семья для себя носит воду? Воду мы пьем из реки. Каждый сам себе приносит и отстаивает ее. А едой мы всегда делимся, особенно когда удалась охота.
Ну, а скажи мне честно, вы зубы когда-нибудь чистите? Обязательно чистим. Мы ведь не дикари какие-то. Серьезно? У каждого есть специальная палочка. Что там у тебя? Что там у тебя, зубная щетка? И ты палочкой чистишь. Вот так вот чистишь палочкой. О, видите, то есть лайфхак, так сказать, из Кении. То есть не обязательно иметь пасту с щеткой. Можно взять палку с дерева и почистить ее. Вопросы гигиены жители племени все еще решают, как во времена мезозоя. Зубы чистят палочками, а женщины во время цикла ночуют в вырытой яме, пока он не закончится. Но вот в вопросах любовных здесь все куда понятнее. А как у вас тут в племени женятся? То есть кто кому понравится? Или как-то, или привозят откуда-то вдруг невесту? Невесту мне будут выбирать родители. До 35 лет у нас не принято жениться. Мне пока что 29. Боже, какие мудрые, правильные вообще вещи у вас происходят. Я тоже считаю, что мужчинам вообще нельзя жениться раньше 30. А женщинам во сколько можно выходить замуж? Девушкам можно замуж с 18 лет. Получается, что 18-летняя девушка в племени обязательно выходит замуж минимум за 35-летнего? Интересно придумали. После того, как состоялась свадьба, пара заселяется в отдельное жилище, сделанное из глины и шкур. Внутри в качестве мест для сна используются гамаки, сплетенные из травы и соломы. Преимущество таких домов в том, что их можно перевозить, ведь они быстро разбираются и собираются. Я правильно понимаю, что вы вот на этой земле построили себе вот такие хижины и живете, и государство к вам не имеет никаких ни претензий, ни помощи вы никакой не получаете от нее, правильно? Эта земля уже много веков принадлежит нам. Помощи никакой нет. Но если у нас случаются какие-то проблемы или кто-то хочет отобрать у нас землю, государство за нас вступается. Не могла не узнать у моего нового знакомого про еще один очень жизненный момент. А когда кто-то умирает, как похороны у вас проходят? У нас есть по этому случаю праздник, но перед ним мы обязательно отвозим тело за 5 километров от деревни и накрываем его листьями. Если через 3 дня тело съедают звери, мы радуемся. Если нет, то читаем молитвы и просим у богов помощи умершему. Удивительно, но в стране, где до сих пор существуют первобытные племена, некоторые современные технологии пользуются немалым спросом. И речь идет об искусственном оплодотворении, которое помогает многим кенийцам стать родителями. Каждый месяц в наш центр обращается минимум 50 пар. Процедура ЭКО стоит 462 тысячи шиллингов, если женщина использует свои яйцеклетки, и 492 тысячи, если прибегает к донорским. Однако к донорам есть ряд требований. Девушки, которые жертвуют свои яйцеклетки, должны быть моложе 25 лет и полностью здоровы. Играет роль их образование, внешность, группа крови и даже родословная. Парням требований меньше. Главное – это активное семя и отличные физические данные. Чаще всего женщины обращают внимание именно на внешность донора, а не на его уровень интеллекта. Как выяснилось, парням-донорам не платят деньги, а лишь оплачивают проезд до клиники. И в основном донорами становятся студенты. Почему так? Не могу дать ответ на этот вопрос. Скорее всего, они идут пешком в клинику, чтобы взять деньги, которые мы даем за проезд. Другого объяснения тут просто нет. К сожалению, Кения, как и многие африканские страны, лидирует в рейтингах по количеству детской смертности. Наша система медицины еще очень далека от идеала. Из-за отсутствия всего необходимого оборудования и из-за несовременного обследования роженец нам не удается спасти младенцев. Но если женщина ответственно подходит к своей беременности, то в 90% случаев с ее ребенком все будет хорошо. Есть еще одна очень важная и серьезная проблема для всей Кении в целом. Среди всех беременных женщин 10% ВИЧ-позитивные. Но благодаря современной медицине и своевременной диагностике они могут родить абсолютно здорового ребенка. ВИЧ, СПИД, туберкулез. Для местных жителей это не какие-то мифические болезни.
Здесь целые вспышки этих заболеваний. Множество медицинских организаций бесплатно распространяют в трущобах лекарства и средства контрацепции, но часто сталкиваются с рядом сложностей. Несколько лет назад волонтеры, приезжавшие в трущобы Найроби, были в шоке. Их работу по борьбе с распространением СПИДа и туберкулеза осложнило серьезное препятствие. Лекарства против туберкулеза и поддерживающие препараты при ВИЧ и СПИДе лучше всего действуют, если ты хорошо питаешься и твой организм сыт. Но многие больные голодают, поэтому лекарства не работают. Всему виной небольшой заработок местных жителей. Многие кенийцы зарабатывают всего несколько долларов за рабочий день. Больше всего повезло работникам государственных учреждений. Их минимальная месячная зарплата 13,5 тысяч шиллингов. Но такие деньги в глаза видят единицы. Рейнджеры – одни из тех, кто хорошо зарабатывает, но работа у них не из легких. Ну, вот ты знаешь, для меня рейнджер – это просто герой из фильма. Никогда в жизни не видела и даже не знаю, что он делает. Вот скажи мне, чем ты занимаешься? Я защищаю животных в местном заповеднике от браконьеров. То есть много браконьеров здесь, да? Сейчас их стало меньше. Все, ты всех уже словил. Из-за пандемии они стали не такими активными. А у тебя ружье заряжено? Ну, конечно. Так ты, может, его в другую сторону подвинешь как-то? Не волнуйся, ты в безопасности. А, да? С такими рейнджерами не то что на животных перестанешь охотиться, ты забудешь, как мать родную зовут. Скажи мне, а что будет браконьеру, если он ранит животное? Мы его арестуем и передадим полиции. Но, скорее всего, его посадят и заставят выплатить штраф около 50 тысяч долларов. За какими животными браконьеры охотятся больше всего? Бивни слона – самый лакомый кусок. На черном рынке их продают за десятки тысяч долларов. В Кении проблема браконьерства стоит весьма остро. Суровые законы, высокие штрафы и длительные тюремные сроки не помогают. В национальном парке Найроби даже проводили сожжение 100 тонн слоновой кости, отобранной у браконьеров. Президент Кении лично поджег огромный костер, чтобы продемонстрировать, как страна борется за спасение африканских слонов. Но пока одни охотятся на животных, другие приезжают в Кению за тысячи километров, чтобы просто понаблюдать за ними. Если вы хотите полюбить Кению всем сердцем, надо отправиться на сафари. В нашей стране самая развитая индустрия сафари на всем африканском континенте. У нас есть огромное количество национальных парков, в которых просто кипит жизнь дикой природы. Джорам работает сафари-гидом. Во время путешествий к дикой природе он не только рассказывает туристам о животных и знает, где их найти. Он всегда сопровождает группу и сделает все от него зависящее, чтобы сафари было комфортным и запоминающимся. Но для этого пришлось получить образование. Я закончил колледж туризма, так как эта сфера одна из самых прибыльных в нашей стране. За 1,5 года я изучил не только всю зоологию, но и историю Кении, основу маркетинга, менеджмента, а также этикет. Ведь я работаю с людьми и в своем лице представляю всю Кению. Хочется оставить неизгладимое впечатление. За каждый из 3 семестров все будущие гиды платят 66 тысяч шиллингов. Но прежде чем поступить, в колледже придется пройти собеседование в 2 этапа и обойти конкурентов. Ведь конкурс 10 человек на место. В Кении есть общая база всех выпускников школ с их оценками и пометками, кем бы они хотели стать. И многие государственные и благотворительные организации имеют к ней доступ для того, чтобы оплатить твое образование, если у тебя нет денег. Например, если я захочу быть фармацевтом, то организации, которые занимаются производством лекарств, могут оплатить мое обучение, чтобы потом я на них работала. Джорам сам оплатил свое обучение, и его диплом уже окупился. Ведь мало того, что на каждом туристе он неплохо зарабатывает, так еще за его профессионализм ему оставляют хорошие чаевые, которые не уступают его основному заработку. Поэтому на фоне своих земляков Джорам настоящий богач. Наверное, живет хорошо. Давайте же это и проверим. Ой, это твой такой внутренний дворик, это все твое? Это все мое, но часть дома я сдаю в аренду. Так слушай, так ты то есть обеспеченный человек. Я бы мечтал, но есть к чему расти. Ой, мой режиссер тоже все время плачется, что у него нет денег, а богатый человек обеспеченный. Идем. А пока Джорам скромничает, скажу вам, что такой дом стоит 700 тысяч шиллингов.
Первый этаж он разделил на несколько квартир и сдает их в аренду от 3 до 7 тысяч шиллингов за месяц. Ой, такой запах вкусный. Hello. Это кто? Сын твой? Да, это мой сын Стив. Ага, Стив, очень приятно. О, у вас стиральная машинка есть, да? У жены много дел по хозяйству, а мне часто надо стирать свою рабочую одежду. Наверное, иметь стиральную машинку – это роскошь. Скажем так, это удовольствие для обеспеченных людей. Остальные стирают руками. Так я поздравляю вас с хорошей покупкой. В гостиной у Джорома стоит целых 2 телевизора. И если бы не солнечные батареи, то счета за электричество очень кусались. Раньше я платил за свет не меньше 400 шиллингов в месяц. Поэтому решил один раз заплатить 30 тысяч за батареи и забыть про эти расходы навсегда. Следом за гостиной я пришла на кухню, где меня уже встречала хозяйка. Так у вас даже и газовая плита есть? Ничего себе! То есть и вода, и микроволновая печь. О, ну так, ребята, я вообще вам хочу сказать, Только единственное, я не вижу, знаете чего? Холодильника. Мы его продали. А как это у вас так жарко? Почему нет холодильника? Мы любим есть все свежее. Купили, приготовили, съели. Поэтому холодильник здесь лишний. То есть получается, что вы должны готовить, то есть завтрак, обед и ужин каждый день? Да. Какая прелесть. То есть вы, в принципе, живете вот здесь. Я правильно понимаю? Нет. Ну как это нет? Завтрак приготовил, все убрал, пока помыл, а тут уже раз и обед. Обед надо готовить. Слушайте, ну интересно. Джейн не позавидуешь. Пока муж показывает туристам дикую природу, она как пчелка трудится изо дня в день. Но сколько бы ни было дела, она всегда может найти время на чашечку кофе. Я люблю манго и видела, как они растут. Я люблю авокадо и тоже видела деревья, на которых они растут. Я даже недавно видела, как растут ананасы. А так как я обожаю кофе и каждое утро его пью, но как кофе растет, я никогда не видела. И вот, наконец, настал тот час. Кофейное дерево требует много времени и внимания. Кофейные ягоды растут большими гроздями, которые за несколько месяцев из белых цветков превращаются в крохотные зеленые шарики, а потом в зрелые красные плоды. Внутри мягкой оболочки находятся 2 зеленых зернышка с легким травянистым вкусом, которые только после обжарки меняют цвет и приобретают хорошо знакомый аромат. Около 6 миллионов кенийцев задействованы в кофейной промышленности. А это 10% от всего населения. Ежегодно Кения зарабатывает десятки миллионов долларов на продаже зерен и стабильно пополняет казну государства. Но в некоторые районы столицы Кении эти деньги явно не доходят. И речь идет о трущобах Кибера, самых больших трущобах Африки. Это, можно сказать, город в городе, ведь находятся они прямо в столице Кении. Всего 5 километров от центра Найроби, и ты попадаешь в другой мир. Данные по количеству жителей в Кибере очень разные. Кто-то говорит, что здесь 200 тысяч человек, а кто-то считает, что около 1 миллиона. Попадая в Киберу, кажется, что ты находишься посреди мусорной свалки. И все потому, что мусор здесь выбрасывают прямо за порог. Отходы не вывозятся отсюда годами, а жителям приходится строить свои дома прямо на мусоре и порой прямо из него. Некоторые наши дома живут до первого сильного ливня. И все бы ничего, если бы хлипкие домики, разваливаясь, не разрушали следом за собой более крепкие. Многие международные организации стараются помочь местным кенийцам. И пока одни кормят, укрепляют дома местным жителям и помогают бороться с болезнями, другие занимаются образованием и развитием местных детей. Я нахожусь в трущобах Найроби. Тут свои законы, свои правила, грязь, мусор. Очень серьезная криминальная обстановка, и это все так. Дети, слава богу, что могут заниматься футболом, хип-хопом. Но я была в шоке от того, что когда я пришла сюда, помимо футбола и хип-хопа, я увидела хореографические станки и людей, детей, которые делают тандю.
занимается хореографией. Это просто потрясающе. У меня просто аж все внутри переворачивается. Я готова даже тут остаться. Балет в трущобах звучит странно, согласна. 10 лет назад я даже не знала о его существовании. Но благодаря таким курсам дети из трущоб не только увлеклись балетом, но и стали заниматься танцами, акробатикой и актерским мастерством. Я была на репетициях в Ла-Скала и Гранд-Опера. А вот у кенийского балетного станка еще не стояла ни разу. Ну что ж, видимо, пора. Девчонки, слушайте, я, честно говоря, в таком диком восторге. Вы вообще долго занимаетесь хореографией? Я уже 3 года занимаюсь балетом каждый день. А почему ты решила заниматься именно классической хореографией? Не пошла на хип-хоп? Хип-хоп по телевизору все танцуют, а балет – это необычно. К тому же он помогает сделать тело гибким. Ну, а ты вообще была в театре, смотрела спектакли? Да, конечно, мы ездили в Национальный театр в Найроби. А какой твой любимый спектакль? Мне нравится балет «Жизель». Он о любви. Учеба в балетной школе абсолютно бесплатна и доступна любому ребенку, которому исполнилось 4 года. Мы даже сменную одежду выдаем, лишь бы они приходили и занимались. Ты хочешь, чтобы это стало твоей профессией потом? Да, это моя самая заветная мечта. Я тоже, кстати, об этом мечтала в детстве, ты не представляешь. Ты хочешь уехать или хочешь тут остаться? Я хочу жить здесь, хочу выучиться и потом открыть здесь свою школу. Только ненадолго полечу в Европу, ведь тут получить образование я не смогу. Ну все, тогда я остаюсь. Ребята, мне нет смысла возвращаться никуда домой, потому что тут мечта моего детства, да? Поехали, да? Ну давайте, плие, это легко, спинка ровно, ягодицы втянуть, живот втянуть, и поехали. О, Господи, мамма мия, мамма мия. Но вот это я любила, кстати. Нет, все-таки остаюсь еще, подожди, еще побуду чуть-чуть. Давай. Все-таки, наверное, поехала. Ты знаешь, у меня еще впереди столько много. О, Господи, защемила, Дима, защемила спину. Я занимаюсь футболом. Хотя, когда выбирала, куда пойти, то было все равно, чем заниматься. Лишь бы не хватало времени на плохие компании. Вы знаете, я решила прийти в гости, так сказать, в местную семью в трущобах. Я не думала, что путь будет настолько интересным и таким изысканным. Семья Кевина живет в трущобах уже не первое поколение. Я, конечно, много где бывала за всю жизнь, но дорога от балетной школы к его дому мне запомнится навсегда. Господи, я иду уже минут 15, вы не понимаете. И все время ввысь, а вы мне говорите: Жанна, как похудеть? Дай рецепт, как похудеть. Да вот, просто идите в трущобу наверх. Мой оператор, вы не представляете, он уже просто еле идет. О, Господи, Господи. Вон тут магазинчик есть. Обычно мне говорят, что у меня работа мечты. Но сегодня я немного завидую всем, кто сидит сейчас у своих экранов. Ведь местные запахи слышу, только я и мой оператор. Тут вот под ногами везде какие-то тряпки, какие-то остатки какой-то еды. Все торчит, белье висит. Иногда пахнет канализацией. Не знаю я, она тут есть вообще или нет. Мама дорогая, чтобы ты еще на голову ничего не упало. Чтобы не растягивать удовольствие, я ускорилась и, наконец, пришла в гости к Кевину, который решил рассказать мне все о жизни в трущобах. Кевин с женой и 2 детьми живут в 20 квадратных метрах. Но по местным меркам это завидная жилплощадь. Это наша спальня. Здесь мы и спим, и на плите готовим еду. То есть вот тут вот газ. Ага, ну это вещи. То есть ваши вещи всегда в чемоданах. Прям как у меня. Так у меня тоже все вещи в чемоданах. Я даже не разбираю, слушай. Практически моя жизнь. То есть вы тут спите вчетвером, да? В комнате спим мы с женой, а дети на матрасике в гостиной.
Матрас и в другой комнате. Ну, правильно, пусть спят отдельно. А скажи мне, у вас тут такие щели, а вам не бывает вот холодно ночью, может? Холодно, но мы уже так привыкли, что не замечаем. Ну, я хочу сказать тебе, что спать в холоде хорошо для здоровья. Я внимательно осмотрелась и не заметила одной очень важной комнаты в доме у Кевина. Кевин, а я поняла, то есть большая комната есть, телевизор есть, спальня есть, кухня есть. Будь здоров, малыш. А туалет я не увидела. Туалет, вы на улице ходите? Туалета нет. Мы ходим в платный общественный туалет по соседству. Да? А если, прям очень сильно захотел, ведь так же можно, а если денег нет? Значит, надо сделать так, чтобы в семье был бюджет на туалет. Туалет стоит 5 шиллингов, а душ 10. Дурацкий вопрос, я понимаю, но я не могу понять. Если надо бежать в душ и за него платить, то вы каждый день это делаете или нет? Мы принимаем душ каждый день. Можно купить абонемент на месяц за 300 шиллингов. Да ты что? Вот это, понимаете, вот она, жизнь других. Для того, чтобы сходить в туалет, нужно рассчитать свой бюджет. Вот и все, ребята, что вам нужно было знать про эту жизнь. У нас есть такое понятие, как летающие туалеты. Это когда местные жители делают свои дела в целлофановый пакет, а потом выбрасывают его из окна. Так что, гуляя по трущобам, надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы из окна ничего не прилетело. Наличие всех коммуникаций – роскошь для жителей Киберы. Электричество есть, но далеко не во всех домах. Водопровод и другие удобства сюда, наверное, не придут никогда. Аренда моего дома стоит 5500 шиллингов в месяц, что довольно дорого. Обычно снимают за 1000 или 2, плюс коммунальные. А это свет – 300 шиллингов в месяц и баллон газа за 800, которого тоже хватит на месяц-полтора. А безопасно у вас здесь? Вы закрываете на ночь дверь? Безопасно, но только для местных жителей. Новички и туристы тут, скорее всего, не протянут долго. Один из способов вырваться из нищеты – это занятие легкой атлетикой. Ведь если ты станешь лучшим бегуном, то сможешь представлять страну на Олимпиаде и получить от государства денежное вознаграждение. Так как спортивные секции бесплатные, то многие дети школьного возраста очень сильно начинают увлекаться бегом. На прошлых летних Олимпийских играх в Рио Кения заработала 13 медалей, и 12 из них были в дисциплинах, связанных с бегом. Совпадение это или результаты большого труда? Сейчас узнаю у местного тренера, чьи ученики принесли ему не одну награду. Что, и так держать надо, да? О, Господи! Это такие тренировки у бегунов? А какие вообще должны быть данные у бегунов, чтобы их взяли в бег? Надо быть выносливым и худым с подтянутыми ногами. Ой, худым? Ой, так меня бы не взяли. То есть вы сидите на диете именно или просто много занимаетесь? Потому что я уже так не могу. Нет, мы кушаем обычную, здоровую, в основном белковую пищу. Слушай, ну а почему именно в Кении вот именно бег? Вы же в Олимпийских играх занимаете первые места. Почему именно бег? Вот почему не другой вид спорта? У нашей нации это заложено в ДНК. Плюс большая мотивация со стороны наших спортсменов. Мы видим их успехи и победы и хотим повторить. Чтобы к 18 годам представлять Кению на Олимпийских играх, атлетикой необходимо начать заниматься лет в 6-7. Многие наши атлеты – настоящие кумиры для нас. Они как голливудские звезды, только лучше. Победителям Олимпийских игр президент всегда вручает медаль за заслуги, а правительство дает каждому по 1 миллиону шиллингов. Благодаря постоянной физической активности большинство местных мужчин и женщин имеют хорошую физическую форму. Но у жительниц Кении все же есть парочка особенных секретов красоты. И мне о них уже поведала Джейн, когда я была у нее в гостях. А скажи мне интересно, как вот ты за собой ухаживаешь, за волосами, за своими, вот за лицом? Ты вот делаешь какие-то процедуры? Времени на это нет, поэтому часто хожу с косичками. Но сегодня распустила волосы. Скажи мне, это правда, что у вас волосы растут максимум вот такой длины, а длинные волосы ты не можешь отрастить? Это максимум, поэтому приходится включать фантазию. А если фантазия не работает, то на помощь может прийти парикмахер Мелисса.
после визита которой местные женщины могут смело сниматься в рекламе шампуня для волос. Мелисса, hello. Привет. Ой, слушай, всю жизнь мечтала узнать, что такое красота по-африкански. Раскручиваешь бигуди, боже мой. Ты готовишь кому-то парик? Или это просто для красоты ты учишься бигуди крутить? Я его вымыла, высушила, сейчас накручу и отдам своей клиентке. О, Мелисса, а сколько стоит такой вот парик? Такой парик обойдется 18 тысяч шиллингов. А не жарко в таком парике? Тут же такая жара. Ты его оденешь, это как в шапке ходишь. А кто говорил, что будет легко? Зато зимой в самый раз. О, так, конечно, когда холодно, можно вместо шапки. Я вот ищу себе шапки. Зачем шапку? Купил себе парик и ходишь красивая такая. Жанка, тебе не холодно? Я такая, нет. Парики себе могут позволить лишь единицы. А те, кто их покупают, носят годами, не снимая, пока он совсем не потеряет свой внешний вид. Гораздо дешевле и удобнее покупать себе недорогие шиньоны или заплетать косички. А скажи мне, сколько стоит сделать прическу вот себе? Обычная прическа стоит около 5000 шиллингов, а плетение косичек – около 10. Ну, мне так нравятся эти волосы, они такие приятные. А скажи мне вообще, что такое вот красота по-найробски? Мой личный выбор – это естественность. Для более взрослого поколения, как я, важно просто быть чистым, опрятным и максимально натуральным. А вот молодежь насмотрелась телевизора и теперь даже мусор без макияжа не выносит. Но парики и прически интересуют в основном молодых жительниц Кении, а пенсионерам здесь не до салонов красоты. Еще совсем недавно продолжительность жизни в Кении была такой низкой, что многие просто не доживали до пенсионного 65-летнего возраста. К счастью, в последние годы эта цифра становится все выше. Однако некоторые кенийцы оказываются за чертой бедности на старости лет. Я пришла в один из центров для пенсионеров, в котором помогают обездоленным старикам. Таких центров в Кении огромное количество. Причем существуют они не за счет государства, а за счет благотворительных организаций. Чем вы занимаетесь? Раньше мы здесь просто раздавали еду бездомным. Потом поняли, что есть огромное количество пенсионеров, за которыми попросту некому смотреть. Они остались без родственников, и им нужен кров. Поэтому мы оборудовали наш центр под дом престарелых, где мы кормим, ухаживаем и развлекаем одиноких стариков. В центре проживают 32 пенсионера. Их средний возраст 80 лет. И получили они эти места, потому что остались без родных и без денег. Тут просто такой прекрасный оазис, и наверняка тут людям в преклонном возрасте очень хорошо живется. А как же живут остальные за пределами вот вашего такого маленького мирка? В общем, пенсионеры живут хорошо со своими семьями в любви и комфорте. Но 30% пожилых людей оказались за бортом счастливой жизни. Я думаю, вы сами видели, как живут в трущобах. В грязи, в холоде и голоде. И им просто некому помочь, ведь их дети тоже нуждаются. Пенсию в Кении получают только те, кто был официально трудоустроен, а таких людей очень мало. К тому же пенсия – это всего лишь 200 шиллингов в месяц, так что комфортно живут только те, кто работает или отложил себе деньги на старость. А чего вам не хватает? Вот что вам очень хочется, но у вас нет этого в жизни. Когда понимаешь, что ты не вечен, и жизнь твоя медленно подходит к концу, не хватает только лишь времени, чтобы как следует насладиться остатком своей жизни и достойно уйти в вечность. Выражайте свои чувства, делайте приятно своим родным и близким. Нельзя ждать завтра и откладывать жизнь на потом. И кенийцы это понимают как никто, ведь другой жизни у них уже никогда не будет.
Жизнь в Кении напоминает на самом деле американские горки. Кто-то взлетает вверх и имеет все, а кто-то живет в трущобах или даже в древних племенах. Но удивительно то, что как бы кенийцам тут ни жилось, отсюда никто не хочет уезжать. Все хотят жить и воплощать свои мечты в родной Кении. А мечтают они о большом балетном будущем, Об открытии новой школы в трущобах, о процветающем бизнесе, о доступной и качественной медицине, о счастливом детстве для будущих поколений, о богатстве. чтобы люди во всем мире были здоровы. Жизнь порой дает нам много поводов для того, чтобы опустить руки и перестать идти к своей мечте. Но как сделать так, чтобы этого не произошло? Возможно, нас научит жизнь других.